Друзья, сегодня мы открываем очередную страницу черной книги животных. И наш сегодняшний гость исчез с лица Земли совсем недавно. И вовсе не 100 миллионов лет назад, а в 30-х годах прошлого века. Даже сохранилось видео с последним тилоцином. Встречайте сумчатого или тасманийского волка, или тилоцина, вымершее сумчатое млекопитающее, единственный, доживший до исторической эпохи, представитель семейства сумчатых волков. Впервые его описание было опубликовано в трудах Лондонского общества в 1808 году натуралистом-любителем Харрисом. Родовое название сумчатого волка означает «сумчатая собака», а видовое – «собакоголовый». Сумчатого волка можно назвать культовым животным, потому что о нем знают многие, не связанные даже с биологическими науками. Причин у этого несколько. Во-первых, сумчатый волк вымер не так-то и давно, а во-вторых, он красив и полосат. Ну и в-третьих, он никак не хочет считаться окончательно вымершим. Тасманийский волк или тилоцин принадлежал к отряду хищных сумчатых. Никакого родства с общеизвестными волками из семейства псовых это животное не имеет, а название волк было дано европейскими поселенцами, которые видели в нем схожесть австралийских животных с известными им плацентарными. Тилоцин был достаточно крупным хищником. Вес взрослых особей составлял от 15 до 30 килограмм, а длина тела от кончика морды до основания хвоста доходила до 1 метра 30 сантиметров. Шерсть была короткой и густой, с примечательной окраской. На светло-коричневом фоне имелось 13-19 поперечных темных полос, которые начинались за лопатками. За такую особенность его также называют тасманийским тигром. Сумчатый волк имел мощные челюсти, которые могли раскрываться аж на 120 градусов. У сумчатого волка было 46 зубов, отлично подходивших для плотоядного образа жизни. Это один из самых крупных представителей всех известных сумчатых хищников. Его первоначальный доисторический ареал обитания, судя по всему, включал в себя часть Новой Гвинеи и большую часть материковой Австралии. Со временем, из-за неблагоприятных факторов, по-видимому, таких как изменение климата и конкуренция с собакой динго, он стал ограничен лишь островом Тасмания, а с конца 18 века начинается массовое истребление тилоцинов. Сумчатого волка обвиняли в нападении на домашний скот, наделяя его чертами невероятно свирепого хищника. Его уничтожением занялись все голые обезьяны на острове Тасмания. Сумчатый волк был объявлен главным врагом всего животноводства. Тилоцина также отлавливали для зоопарков всего мира. Многие люди из местного населения жили за счет охоты на него. За каждую голову или пойманного зверя выплачивались хорошие деньги. В результате, спустя несколько десятков лет, сумчатый волк сохранился лишь в самых отдаленных и труднодоступных местах Тасмании. В связи со столь быстрым истреблением нам известно не так уж много об этом хищнике, но какие-то сведения об образе жизни все же есть. Тилоцин был крупнейшим сумчатым хищником на территории Австралии. В его рацион входило много разных позвоночных: опоссумные крысы, ехидны, валаби, рептилии, птицы и так далее. Он занимал очень важную роль в экосистеме, регулируя численность очень многих животных на континенте. Сумчатый волк населял открытые и полуоткрытые места обитания и вел, по всей видимости, ночной образ жизни. Изучение черепа дало понять, что этот хищник в основном полагался на обоняние. Смотрителями зоопарка отмечалась ловкость и необычайная сила тилоцина.
тилоцина. Например, есть запись о том, что сумчатый волк запрыгнул с места на препятствие высотой около 6 метров. Теми же смотрителями отмечалось, что эти животные никогда не проявляли агрессии по отношению к человеку. Известные случаи укусов были всегда связаны с самообороной загнанного в угол зверя. Эти факты резко противоречат обоснованиям политики истребления, где тасманийский волк был представлен якобы кровожадным и очень опасным зверем. Есть мнение, что сумчатый волк сохранился в труднодоступных горных лесах Тасмании. В последние годы появляются сообщения вроде «животное, похожее на волка, попало на камеру видеонаблюдения» и другие подобные. Лично мне в таких вопросах оптимизм не близок. Сумчатый волк был истреблен человеком, но, судя по всему, он все-таки был обречен на вымирание из-за конкуренции с собаками динго, которых тоже, кстати, завезли люди, а также из-за низкого генетического разнообразия, так называемого узкого генетического горлышка. Сумчатые волки только один раз успешно размножались в неволе в Мельбурнском зоопарке в 1899 году. Ожидаемая продолжительность их жизни в дикой природе до 7 лет, хотя в неволе они доживали до 9. У самочек на брюхе имелась образованная складкой кожи сумка, в которой вынашивались и выкармливались детеныши. Сумка открывалась назад, между задними лапами, благодаря чему внутрь не попадали листья высокой травы и острые стебли, через которые животному приходилось бегать. У сумчатого волка не было определенного сезона размножения, но, по-видимому, он был приурочен ближе к декабрю, поскольку большинство детенышей рождались в декабре-марте. Беременность была короткой, всего 35 дней, после чего рождались 2 или 4 слаборазвитых детеныша, которые через 2,5-3 месяца покидали сумку матери, хотя оставались с ней до возраста 9 месяцев. Последний пойманный сумчатый волк, названный Бенджамином, был захвачен в ловушку во Флорентийской долине в 1933 году. Он был отправлен в зоопарк Хобарта, где прожил 3 года. Умер он 7 сентября 1936 года. Этот сумчатый хищник представлен в последней известной киносъемке живого экземпляра. История тилоцина – это один из многочисленных, грустных и ярких примеров человеческого невежества и жестокости. В конце прошлого века учеными Сиднея были предприняты попытки извлечения ДНК сумчатого волка из заспиртованного образца, хранящегося в музее, для дальнейшего клонирования. Первые эксперименты оказались неудачными, потому что генетический материал оказался сильно поврежден. Но работа в этом направлении продолжается. Тилоцин, безусловно, был очень красивым и интересным зверем, которого теперь можно увидеть только в зоомузеях. Кстати, за него существует награда. Если вы вдруг найдете живого тилоцина, то получите $1,5 миллиона. А как вы думаете, мог ли выжить тилоцин? Мог ли этот тасманийский тигр спрятаться от людишек в зарослях джунглей? Пишите свое мнение в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! А этой неделе существо, очень похожее на сумчатого волка, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Записью с учеными поделилась жительница австралийского штата Виктория. Она утверждает, что видела необычное животное около 10 раз и подозревает, что это был именно тилоцин.